Об Эвересте у меня на канале есть два видео. Одно на 5 минут, одно на 10. Но сколько же комментариев я читал под ними, мол, давай длинный, детальный рассказ об экспедиции. Ведь это же так интересно. Но у меня все никак не доходили руки. И вот, благодаря карантину, когда нету других экспедиций, настало время вспомнить об Эвересте. Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний. И это первая часть видео воспоминания с нашей экспедиции на Эверест весной 2018 года. В этой части я расскажу, как вообще появилась идея восхождения на Эверест, как собралась наша команда, ведь команда это один из важнейших факторов успеха на горе, и как мы пришли в базовый лагерь. Но для начала, для тех, кто не в теме и не знает, что такое Эверест, расскажу несколько интересных фактов об этой горе. Первый, такой весьма занимательный для меня лично, что многие не различают Эверест и Эльбрус. Эльбрус и Эверест. Многие не различают трекинг к базовому лагерю и восхождение на вершину. Друзья, не надо так. Эверест – это высочайшая вершина мира, высотой 8848 метров. В то же время Эверест – это и самый популярный восьмитысячник и, наверное, самая популярная и знаменитая вершина во всем мире, потому что она у большинства на слуху. Эверест – это заветная мечта для многих альпинистов, именно ее вершина этой горы. Экспедиция, на которую длится в среднем около 50 дней, но с учетом непогоды может занимать около 60 дней. Стоимость же такой экспедиции колеблется в пределах 35-90 тысяч долларов, в зависимости с каким организатором вы пойдете и каким набором услуг будете пользоваться. Детальные видео о стоимости Эвереста вот здесь по ссылочке у меня есть на канале. Ветра на Эвересте могут достигать силы 300 км в час, а температура опускаться до минус 80 градусов Цельсия. Выше 8000 на Эвересте находится, на любых 8000 находится так называемая зона смерти, где организм начинает постепенно умирать. И каждый шаг, каждую минуту, когда вы там находитесь, можно сказать, вы все быстрее и быстрее умираете. Поэтому наша задача в зоне смерти находиться как можно меньше. При всем при этом Эверест это относительно безопасный восьмитысячник. Пожалуй, он третий, по-моему, по безопасности. Смертность всего 3%, что очень мало для восьмитысячников на самом деле. И самый популярный восьмитысячник. Уже более 10 тысяч восхождений было совершено на самую вершину. Бесспорно, благодаря тому, что он и самый высокий. Но давайте, друзья, перейдем к самой идее восхождения на Эверест. Как, в принципе, мне в голову пришла такая шальная мысль. Все дело в том, что когда-то для меня 8000 казалось чем-то запредельным, может, таким же запредельным, как полет в космос. А об Эвересте в 2015 году, к примеру, я даже не задумывался, потому что, какой Эверест? Он стоит нереально денег. Подняться туда надо очень хорошая физическая форма. Я вообще ничего не понимал в экспедициях таких длительных и больших. В общем, у меня даже не было мыслей в 2015 году, что я хотя бы когда-то смогу подняться на Эверест. Но сначала у меня появилась идея подняться хотя бы просто на 8000. Я весьма быстро, наверное, ее реализовал, построил себе ступени с вершин, постепенно набирая высоту. У меня на тот момент в активе был только Эльбрус высотой 5642 метра. И тут я решаю подняться на 8000. Я понимал, что просто так взять и сходить на 8 не получится, поэтому я построил вот такую череду из вершин. Это была Килиманджаро, это был Мэра Пик, Айленд Пик, это была Аконкагуа и Пик Ленина. На Пик Ленина, кстати, до вершины мне не удалось дойти. Из-за непогоды пришлось развернуться чуть выше ножа на высоте где-то 6800-6900. Но тем не менее к Манаслу я был готов. На Манаслу получилось сходить без кислорода по максимально бюджетному пакету. Мы его называли бомж-пакет, потому что туда не входило абсолютно ничего, кроме документов. Всю работу на горе, питание, переноску лагерей, установку палаток, все мы делали сами, мы не пользовались кислородом и не пользовались помощью шерпов. После Манаслу я понял, что на 8000 ходить можно и ходить нужно. И стал вопрос о выборе следующей вершины. На самом деле, если уж по-честному, то такого вопроса у меня даже не стояло, потому что я знал, что это должен стать Эверест. Эверест по двум причинам. Первая – это самая популярная вершина в мире.
И когда я поднимаюсь на Эверест, я же занимаюсь в кулуаре, мы занимаемся организацией похода и восхождения. И когда я, как основатель кулуар, поднимаюсь на вершину Эвереста, о нас пишут много новостей, выходит много выпусков, и это придает какую-то дополнительную узнаваемость бренду. Больше клиентов идет с кулуаром в горы, и у меня появляется таким образом больше возможностей ходить на следующие восьмитысячники. А вторая причина — было просто интересно испытать себя на высочайшей вершине мира. Ведь 8170 это высота Манаслу, это 8170, а 8848 высота Эвереста, это уже на 700 метров выше, это уже почти 9. Интересно, как поведет себя организм там. Но так как я люблю ставить такие, наверное, запредельные цели, цели на голову выше своих возможностей, как я всегда считаю, я решил подняться на две вершины. Я решил подняться на Эверест и на Лхотзе, соседнюю вершину высотой 8516, и постараться сделать это в рамках одной экспедиции. Такое на тот момент удавалось всего 86 людям со всего мира. И я подумал, ну почему бы нет, попасть в сотню тех, кто что-то сделал впервые в мире, было бы прикольно. В сентябре 2017 года я поднялся на Манаслу, а уже на весну 2018 запланировал свою экспедицию на Эверест и на Лхотзе. Дальше нужно было определиться, с какой компанией-организатором идти на вершины. Все дело в том, что все восхождения на Эверест, которые организовывают иностранные компании, они все проводятся совместно с непальскими местными организаторами. Так как я в Непале провожу довольно много времени, иногда даже больше, чем в Украине, иногда это было почти 150 дней в году, у меня там уже образовались некоторые связи, плюс я нашел в интернете компании, которые показались мне такими внушающими доверием. Я написал им всем, потом встретился в Катманду с пятью основателями этих компаний, 5 разных компаний. С каждым мы переобедали, с каждым мы пообщались. Были предложения на самом деле и дешевле, но я остановился на Seven Summit Treks по одной простой причине. Ее основали 5 братьев-шерпов, и каждый из которых много раз был на восьмитысячниках. Например, Дава и Мингма — это первые 2 брата, которые поднялись на все 14 восьмитысячников. У того же Давы всего было опыта 22 восхождения на восьмитысячники. Мое мнение, что только человек, который в теме, только человек, который сам занимается экспедициями, сам ходит в горы, может построить компанию, которая будет предоставлять хороший сервис уже другим восходителям. А не будучи в теме, не понимающий нюансов и тонкостей, просто хороший сервис невозможно предоставить, как мне кажется. Поэтому было решено, мы ударили с Давой по руках, и я вернулся в Украину. И начал по чуть готовиться к экспедиции. Одним из вопросов была команда, с кем же я пойду на гору. И как у нас все получилось. Мы пили кофе с Ирой Галай, я ей рассказал о своем плане подняться на Эверест и на Лхотзе. Ира — это первая украинка, которая поднялась на вершину Эвереста в мае 2016 года. И она такая, недолго думая, говорит: окей, давай я с тобой пойду и попробую подняться на Лхотзе 8516 без использования кислорода. На такой высоте женщин с Украины еще точно не было, которые ходили без кислорода. В общем, так нас уже оказалось двое. Через некоторое время мне позвонил Рома. Мы с ним пообщались, они с Димой Семеренко вдвоем тоже хотели подняться на Эверест этой весной. И через какое-то время мы все четырем встретились в Киеве, пообсуждали планы и, собственно, начали готовиться к экспедиции. Настало время тренировок. Ребята тренировались с тренером, у них было где-то по 6 тренировок в неделю. У меня же тренера не было, и на самом деле не было такого жесткого графика, потому что я в это время тоже где-то там разъезжал по горам по каким-то. Но дома я тренировался, я бегал где-то 4-5 раз в неделю. И обязательно один раз в неделю была длительная пробежка, это около 20 километров на тот момент было. Где-то 5 месяцев у нас было плотных тренировок. И надо сказать, что это очень крутое время. Это время, когда у тебя есть большая цель, у тебя есть цель Эверест. И вся твоя жизнь вот как-то строится вокруг этой цели. Все свои планы на день ты строишь вокруг тренировок. Ты где-то закупаешь снаряжение, ты ищешь спонсоров, ты готовишься, ты узнаешь какую-то информацию. И это придает очень крутого драйва жизни. И я рекомендую каждому хотя бы раз прожить такой момент
момент подготовки к большой и сложной цели. Мы тренировались и искали спонсоров. К слову, быстренько расскажу о спонсорах, знаю, что эта тема всем интересна. Найти спонсоров на самом деле очень нелегко, и нужно придумать какой-то интересный такой месседж, который они смогут использовать в своей рекламной кампании. На Эверест нам удалось найти криптовалюту Ask.fm, которая покрыла всего лишь час экспедиции. Но идея была в чем? Мы заносим токен криптовалюты на вершину мира, и таким образом рекламная кампания запуска ICO строится вокруг месседжа, что токен Ask.fm в буквальном смысле самый высокий токен во всем мире. У меня в руках флешка с токеном криптовалюты от Ask.fm, который мы понесем на самую вершину Эвереста и оставим ее там. Время шло быстро, и уже 7 апреля я встречал ребят в международном аэропорту Катманду. Не обошлось тут у нас и без приключений, не прилетел Ирин багаж. А в этом багаже были высотные ботинки, кошки, какие-то системы, спальник, в общем, куча снаряжения, которое вроде как в Непале можно найти, но это и дорого, и лишняя морока. Ира сильно переживала из-за потерянного багажа. Я же постарался ее успокоить и сказал: не переживай, это же Непал, здесь все возможно. Мы поехали в отель, а поиски багажа я поручил своим непальским партнерам. Первых 2 дня в экспедиции проходят в Катманду, где решаются все организационные вопросы, такие как оформление пермита, всех необходимых документов, докупка снаряжения, сбор снаряжения. И за это время Ирин багаж прилетел, мы выдохнули. И вот уже, по-моему, 9 апреля в 5 утра мы проснулись и поехали в домашний аэропорт Катманду. Для экспедиции на Эверест со стороны Непала, точно так как и для обычного трекинга, нужно сначала с Катманду перелететь в горный аэропорт Луклы. Это аэропорт, в котором нету компьютеров, который весьма опасный. Детальнее об этом аэропорту у меня есть отдельное видео. И если там плохая погода, то вылеты просто не происходят или задерживаются. Таким образом, мы приехали там к 6-7 утра уже в аэропорт и еще целых 7 часов ждали нашего вылета. Мы уже и выспались, и посмотрели видео. Я уже на руках походил по аэропорту. И вот, наконец, сообщение, мол, рейс такой-то, можно вылетать. Мы собрали наши вещи и пошли на посадочку. Маленький 15-местный самолетик, которого в полете изрядно потрусило, все-таки приземлился в Лукле. Мы вышли и уже ножками начали наш путь к Эвересту. Прилетели в Луклу. Это мой 9-й полет, но все равно очень переживал. Облачно было, трясло пока на подлетах. Но приземлились, и мы здесь. И отсюда начнется пешая часть нашей пути к Эвересту. Первые шаги к Эвересту, они тяжелые. Ира, помогай. После Луклы восходители на вершину идут тот же классический трекинг к базовому лагерю, что и все трекеры. И идут в общих лоджах, в общей толпе, то есть они ничем не выделяются среди прочих туристов, которые приехали в этот регион просто с целью походить внизу. Так шли и мы, и останавливаться детально на трекинге я не буду. Вот у меня тут есть 2 видео, которые сняты от трекинга к Эвересту через Гокио, правда, озера, но суть вы можете посмотреть там. Остановлюсь только на 2 особенностях, чем наш трекинг отличался от стандартного. Во-первых, все переходы у нас были под музыку, и это было весело. Во-вторых, мы шли очень быстро. Мы просыпались в 7-8 утра, перегоняли буквально за первый час всех остальных туристов и дальше наслаждались и одиночеством, и красивейшими видами Гималаев. Потому что я считаю, что трекинг к базовому лагерю должен пройти каждый. Там невероятно просто красиво. Примерно к 11-12, иногда к часу дня мы уже приходили к месту следующей ночевки. И таким образом у нас каждый день была полудневка, можно сказать. Мы где-то обедали, где-то ходили на акклиматизацию, гуляли, где-то просто отдыхали. Больше всего же меня занимал вопрос акклиматизации к Эвересту. И я задавался, у меня была дилемма, стоит ли подниматься на пик Лабуче-Восточную высотой 6189. Или для акклиматизации, чтобы уменьшить количество переходов по ледопаду Кхумбу, ведь он весьма опасен, насколько вы все знаете. Или же вот это маленькое восхождение на 6000-ник,
заберет у нас больше сил, чем принесет акклиматизации, потому что некоторые ходят на вершину, некоторые не ходят. Я находил других восходителей, которые тоже идут на вершину, общался с ними, старался узнать их план акклиматизации, как-то нашел там чувака, который уже 12 раз был на Эвересте, пообщался с ним и старался узнать все вот эти тонкости и, основываясь уже на их опыте и на своем каком-то здравом смысле, выстраивать наш график акклиматизации и строить какие-то дальнейшие планы. Собственно, все свободное время на трекинге я фактически этим и занимался. Отдельным пунктом отмечу наш выход на Чукун-Хри. Это первые 5000 метров. Все потому, что с этого холмика открываются просто невероятные виды на вершину Ама-Даблама. Во время трека нас съедало нетерпение. Очень хотелось прийти уже в базовый лагерь и начать акклиматизироваться на горе. Но в то же время я понимал, что если сейчас поспешить, можно получить горняшку, и тогда придется спускаться вниз, отсиживаться там несколько дней, потом подниматься обратно. Таким образом мы потеряем еще больше времени. Поэтому, сдерживая себя, сдерживая ребят, мы шли по плану и никуда не спешили. И вот последний переход. Мы уже видим палатки базового лагеря на морене ледопада Кхумбу. Мы спускаемся к первым, но наши в дальнем конце. Почти час времени занимает переход, настолько базовый лагерь огромен. Это впечатляет и воодушевляет. Это место, которое станет для нас домом на ближайший месяц. Друзья, вот мы и пришли в базовый лагерь Эвереста. Вот он за нами, наши палатки самые дальние. Туда, наверное, идти еще минут 40. Но мы уже не дождемся. Буквально последних 5 дней трекинга были наполнены ожиданием прихода в это место. Не знаю, я что не сильно его ожидала. Но здесь, наоборот, атмосфера, конечно, сумасшедшая. Очень классно. Лагерь расположен на морене ледника Кхумбу. Здесь мы будем жить. Висота 5300, голова не болить, дихається нормально. Хороша акліматизація, ну і напевно, то, що ми не даремно півроку готувалися до цього походу. Супер. Я пока очень довольна и формой, и самочувствием. Очень хорошая акклиматизация, потому что на высоте 5300 у меня не болит голова и нет ни разу тошноты, так как это было в прошлый раз. Поэтому я доволен. Еще очень красивый трек. Подход к Эвересту очень красивый. Мне нравится. Именно здесь, именно с базового лагеря начинается наше главное приключение и наш главный вызов – Эверест. Друзья, не забывайте подписаться на канал. В следующей части я расскажу об акклиматизации на горе и об устройстве базового лагеря. До скорого!